3 года назад рисование для меня было просто хобби, а сейчас арт — это мой основной источник дохода. Привет, я Марилас. И в этом видео я расскажу, как я начала свой путь, почему выбрала Adopt и DeviantArt, и зачем теперь пробую YouTube. Для меня рисование всегда было просто развлечением, где иногда можно было получать деньги. И когда меня спрашивали, чем я занимаюсь, я часто говорила что-то вроде «я не работаю». Но по факту я просто не воспринимала это как настоящую работу и не верила в себя. И очень зря. А потом наступил момент, когда уже было нет до бесконечных попыток. Я вспомнила фразу «притворяйся, пока это не станет реальностью». И я решила, что если я хочу, чтобы рисование стало моей работой, значит уже сейчас надо вести себя, как будто это моя работа. То есть рисовать каждый день, выкладывать работы, пробовать продавать и разбираться с площадками, смотреть, что работает и что нет, и не ждать идеального момента. Постепенно это правда стало моей реальностью. Сначала у меня были редкие продажи, потом более стабильные, а со временем я поняла, что смогу жить на доход от рисунков. Я скажу сразу, я не эксперт по продажам. Я не буду учить художников, как правильно зарабатывать, что есть какая-то волшебная таблетка, потому что я сама очень долго в этом разбиралась методом тыка. Я просто рассказываю свой опыт, что было у меня, что сработало, а что нет. И как я постепенно пришла к тому, что арт стал моей работой. Может быть, это кому-нибудь будет полезно, а может, кто-то просто узнает себя в начале пути. В какой-то момент я решила: все, беру одну площадку и начинаю нормально в ней разбираться. Выбрала DeviantArt, а из всех способов заработка на арте это адопты. Адопты — это готовые дизайны персонажей, которые люди покупают для себя. Например, для историй, для ролевых игр, комиксов или для своих проектов. Я начала смотреть, что продается, как люди оформляют посты, как ставят цены, и как проводят аукционы, и как принимают оплату. На тот момент я еще ничего не знала. Но постепенно DeviantArt стал моей основной площадкой. И когда площадка была выбрана, появился следующий вопрос. А какие адопты вообще делать? Сначала я думала, что достаточно просто нарисовать красивого персонажа. Но потом я поняла, что в адопте должен сразу чувствоваться характер. Кто этот персонаж? Какой у него вайб? Какая история может быть за ним? Потому что покупают не просто картинку, покупают персонажа, которого хочется забрать себе. И если вам интересно, в следующих видео я могу отдельно разобрать, как я придумываю адоптов. Идеи, фандомы, цвета, одежду, детали. И все, из чего складывается дизайн персонажа. Со временем я смогла с нуля закрепиться на DeviantArt, найти свою нишу и сделать арт основным доходом. Но потом появилась другая проблема. Я слишком привыкла к одной площадке. И теперь мне страшно снова пробовать новое, потому что я боюсь опять начинать хвататься за все сразу. Но если я хочу расти дальше, значит придется пробовать. Поэтому YouTube для меня сейчас новый эксперимент. Параллельно я пробую новые площадки для художников, например, Vigen. И сейчас жду верификацию, но об этом я расскажу отдельно. Сейчас я хочу сначала начать вести этот русский канал и просто понять, как вообще работает YouTube. Какие форматы мне удобны, как говорить на камеру, как монтировать, как делать обложки и не бросить все через неделю. Параллельно я буду тренировать английское произношение, потому что через месяц я хочу пробовать запустить англоязычный канал. Мне это посоветовала моя репетитор по английскому. Больше говорить вслух, записывать себя, привыкать к своему голосу и постепенно становиться увереннее. И я ужасно боюсь, что мой английский звучит плохо. Я знаю, что у меня большой акцент, что я говорю все еще плохо. Я очень боюсь, что меня не поймут. Но я буду очень стараться. Но почти все мои заказчики иностранцы. И мне хочется, чтобы для них я была не просто человеком, который выполняет заказ, а личностью. Хочется, чтобы они лучше понимали меня, мой стиль, мой путь, мои идеи и то, кто стоит за этими рисунками. И специально для них я добавила английские субтитры, потому что мне правда очень хочется, чтобы они меня тоже смогли понять. Я еще учу испанский и надеюсь тоже применять этот язык. Поэтому для меня английский канал — это не только про продвижение. Это еще и способ стать смелее и научиться говорить о себе. И быть ближе к людям, которые уже сейчас поддерживают мое творчество. А на этом канале я хочу показывать весь путь изнутри, как готовлю видео, пробую новые площадки, развиваю соцсети и постепенно выхожу за пределы DeviantArt. Я пока не знаю, что из этого получится, но хочу показывать все честно. Это не только красивые арты и готовые результаты, но и закулисье. Как я делаю адоптов, придумываю персонажей, работаю с заказами, ошибаюсь, разбираюсь, пробую новые форматы, двигаюсь дальше.
В следующих видео мы будем ближе знакомиться с моими артами, адоптами, рабочим процессом и площадками, которые сейчас я тестирую. И если вам интересно наблюдать за этим процессом, подписывайтесь. Я Марилас. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующих видео.